Всем привет! Ну что ж, выходные каникулы подходят к концу, и нам нужно возвращаться к работе, к учебе, ну то есть вливаться в обычный режим, но после выходных это очень сложно, особенно после длинных выходных. Так вот, что же нужно предпринять для того, чтобы влиться в рабочую среду, влиться в поток рабочий, учебный и не повредить себе ничего? Первое, что я хочу посоветовать, это никаких резких движений. То есть самая большая проблема, когда мы возвращаемся в нашу рабочую учебную среду, это то, что наша концентрация ушла куда-то погулять и кажется надолго, потому что сесть и что-то сделать очень сложно. И концентрация, к сожалению, у нас работает практически как наши мышцы, то есть нам нужно постепенно наращивать нашу нагрузку, нельзя сразу давать себе много чего-то, вы надорветесь, на следующий день вообще не встанете и ничего не захотите делать, поэтому постепенно вливаемся в процесс, никаких резких движений, никаких сверхнагрузок. И как раз таки следующая стратегия прекрасно подходит для того, чтобы постепенно вливаться в процесс. Это то, что ставим наш таймер на 5-15 минут. И для того, чтобы помочь себе и своему мозгу сконцентрироваться, поставьте таймер, если вы еще этого не делаете. А если вы делаете это постоянно, то снизьте свой режим, то есть сделайте немножко меньше. Если вы обычно сидите 25 минут, то поставьте хотя бы на 10-15 минут. Если вы еще больше обычно ставите себе таймер, то также снизьте его до 15-20 минут. То есть опять-таки постепенно, без каких-либо рывков, без каких-либо надрывов мы начинаем работу. И таймер нам помогает в этом, потому что он дает четкий сигнал нашему мозгу, что вот эти там 5-15 минут мы сидим и работаем, не отвлекаемся. Это очень хорошая техника. Но прежде чем засесть за ваши дела, очень советую заняться планированием, то есть составить план того, что вам нужно сделать, расписать, что вы там упустили, забыли, что вам нужно обязательно сделать и так далее. То есть сначала садимся и пишем список того, что нам нужно сделать. Если вы не хотите марать свой красивенький ежедневник тем списком, который вы, скорее всего, не выполните в первый день, потому что вы не сможете достаточно сконцентрироваться, то советую стикеры. Пишем на нем, приклеиваем в красивый ежедневник и вычеркиваем дела. Его можно переклеивать изо дня в день. То есть, если вы что-то не успели, не забыли и так далее, вы можете переклеить его на другой день и ничего вы не упустите. К тому же, когда вы планируете и потом впоследствии выполняете дела, мы можем вычеркивать, получать дофамин, что в этом случае очень даже хорошо. И как раз-таки относительно того, что хорошо, то, что нам нравится, то, что доставляет нам удовольствие, начинаем с того, что действительно приносит нам удовольствие. То есть лучше не начинать с дел, которые вам совсем не хочется делать. То есть для таких дел вам придется очень сильно переступить через себя, очень сильно сконцентрироваться. То есть вы потратите очень много сил, которых у вас сейчас, скорее всего, не так много. То есть ваших сил самоконтроля, скорее всего, не так уж много. Они растерялись за время выходных, отдыха и так далее. Поэтому начинайте с того, что вам нужно сделать, но вам приятно это делать. Но все-таки какие-то сложные, большие дела, которые вам не хочется делать, придется делать. Скорее всего, они есть в вашем списке, и вам нужно их сделать. В этом случае я предлагаю начать с подготовки. Подготовка – это очень хорошая вещь, потому что она сокращает время выполнения дела, но в то же время она и вас готовит. То есть психологически вы готовитесь к тому, что вы сейчас будете выполнять определенное дело. Соответственно, вы немножечко, конечно, отчасти оттягиваете выполнение этого дела, но, с другой стороны, вы готовитесь, вы подбираете материалы, вы находите какие-то там письма, еще что-то, неважно. То есть вы собираетесь, готовитесь к выполнению определенного дела, вы на него настраиваетесь, и когда вам уже придется его все-таки сесть и сделать, вам будет гораздо проще, потому что вы так или иначе его уже касались, вы уже что-то продумали, вы уже, скорее всего, начали как бы вливаться в этот процесс, что, собственно говоря, нам и нужно. То есть безболезненное вливание в процесс – это именно то ощущение, которое нам сейчас так необходимо. Еще одна очень хорошая стратегия, которая нам помогает влиться в процесс – это выполнение мелких дел. То есть те дела, которые вы можете сделать меньше, чем за 2 минуты. Ну, то есть около 2-10 максимум минут. То есть это те вещи, которые вы можете взять и сделать.
Зачем это делается? Во-первых, вы переделаете кучу дел, это уже хорошо, то есть вы уже будете чемпионом. С другой стороны, как я уже говорила, при выполнении любого дела, если вы его выполнили и вы еще при этом вычеркиваете его из списка, вы получаете вознаграждение в мозге, то есть у вас вырабатываются определенные гормоны, основной, конечно, это дофамин, но там еще много вырабатывается, они являются гормонами счастья, гормонами удовольствия, соответственно, вы получаете удовольствие, но в то же время эти же самые гормоны помогают нам сконцентрироваться, они помогают нашему вниманию, нашей памяти и так далее. Соответственно, вы выполняете дела, вы получаете удовольствие, и вы помогаете своему мозгу впоследствии сконцентрироваться, то есть вы немножечко затравочку себе на будущее делаете, вырабатывая определенные гормоны. Следующий небольшой советик, который я вам могу дать, это аккуратнее с отдыхом в такие моменты. То есть, когда вы уже все-таки настроились на дела, вы уже что-то поделали, и в какой-то момент вы понимаете, что вы заслужили отдых, вот в этот момент максимально аккуратно. То есть старайтесь отдых сделать каким-то более активным, более полезным. То есть не просто лежать и залипать в ТикТоке или где-нибудь там на ютубчике, а все-таки там почитать что-то интересное, посмотреть какое-то интересное видео и так далее. То есть сделайте свой отдых максимально активным, максимально полезным для того, чтобы не выпадать из вашей рабочей среды. То есть вы сделали так много усилий, вы так сильно старались для того, чтобы влиться в рабочий процесс, и если вы сейчас ляжете и что-то такое сделаете максимально пассивное, максимально расслабляющее, вам придется потом с удвоенной силой опять вливаться в процесс, а зачем нам это нужно? Следующее, что я вам советую, это смотреть вдохновляющие видео. В принципе, я их не очень сильно советую, потому что это пустая мотивация, но в данный конкретный момент, когда вы достаточно не мотивированы, когда вы достаточно сильно хотите все-таки начать работать, но это очень сложно, вам очень нужен этот самый пинок, такой виртуальный, какой угодно пинок, он будет очень даже хороший, очень даже к месту. То есть вы можете посмотреть какие-то видосики, где люди учатся, люди работают, что-то делают, неважно. То есть каждого из нас вдохновляют определенные вещи, и как раз-таки сейчас самое время. Еще одной уловкой является стратегия работы в публичном месте или учебы в публичном месте. То есть когда мы находимся среди людей в библиотеке, в кафе, неважно, мы все-таки немножечко по-другому действуем. То есть мы чувствуем какую-то ответственность. То есть ученые нам сказали, что если у вас нету какой-то работы, которая требует очень сложной концентрации, что это что-то такое новое, что вам нужно освоить, если у вас что-то такое более привычное, более механическое, более такое, то, что вы постоянно делаете, то есть в вашей работе, в вашей учебе, то вы можете идти в публичное место, оно будет вас мотивировать, оно будет вас собирать в кучу, оно будет вас толкать к тому, чтобы вы сидели и работали. Соответственно, если вы совсем не можете сконцентрироваться, у вас совсем беда, печаль, и вы не можете никак сесть и начать работать, идите куда-нибудь в публичное место и там садитесь, учитесь, работайте, делайте свои дела, все. И последнее, о чем я хочу поговорить, это то, что пригодится вам на будущее. Если у вас впереди какие-то большие выходные, какие-то большие каникулы, еще что-то, то есть максимальный отдых, старайтесь там сильно не расслабляться, потому что очень легко наш мозг вливается в отдыхательную такую среду, когда ему не нужно напрягаться, когда ему не нужно ничего делать. Но если вы понимаете, что у вас очень много работы, у вас очень сложная концентрация, и вам, в принципе, пришлось приложить очень много усилий в рабочем процессе, в учебном процессе для того, чтобы прокачать вашу концентрацию, то старайтесь заниматься по чуть-чуть какими-то делами, которые требуют концентрации. То есть такими микродозами каждый день просто вливайте немножечко в себя концентрацию, внимание и каких-то таких рабочих учебных процессов, которые помогут вам поддерживать тот уровень. Конечно, он немножечко спадет, но все-таки полностью это все не пропадет, и все ваши труды останутся. Все, мои хорошие, я надеюсь, эти советы вам помогут. Я в вас верю, у вас все получится. Удачной вам работы, учебы. До следующих видео. Пока-пока.